когда в семье родился мальчик Федя, наверное, ни его родителям, ни многочисленной родне, ни ему самому и никогда бы не пришло в голову, что станет он патриархом. Так что вот эта симфония властей, идеальная для ревнителей страны равновесие между властью светской и властью церковной, действительно было уникальным явлением в нашей политической жизни. Доносы, разбирательство церковное. Ну, как вы думаете? В Испании бы на костре бы горел давно уже. Великие инквизиторы бы ковырялись бы в нем все своими страшными железками. Нет. Жадный, вороватый, казнократ. Морозов совсем был не дурак. Никита Минов. Это единственный случай в дореволюционной России, когда таких высот максимальных добился государственный деятель, выходец из крестьянства. Став патриархом, Никон попытался развернуть и первую, наверное, в масштабах всей страны антиалкогольную кампанию. Так талантливейший человек Никон вызвал вековую системную проблему в русской духовно-общественной жизни. Дорогие друзья, любители русской истории, сейчас стала активно развиваться еще и платформа Рутюба. Мы решили на Рутюбе просто открыть отдельный канал, который так и будет называться «Рассказы из русской истории». На этом канале будут размещены все старые лекции, их уже больше сотни, и новые рассказы из русской истории. На этом канале будет выходить и специальный курс, который называется «Собиратели земли русской». Это наша амбициозная попытка в 15 лекциях рассказать, как из крошечной точки на карте появилась самая большая и самая прекрасная страна на планете. Смотрите Рутюб, ВК, по-прежнему YouTube и все другие носители лектория Достоевского и специальный канал «Рассказы из русской истории». Дорогие друзья, добрый день. Продолжаем наш рассказ о русской истории 17 века. Сегодня у нас вторая часть беседы о суперзвездах 17 века. Суперзвездах в том смысле, что это люди, которые определяли судьбу нашей страны, иногда не только своего времени, но некоторые, как патриарх Никон, например, или патриарх Филарет, на столетия наперед, ну, либо которые прожили уже до такой степени яркую, необычную жизнь, что нельзя о них не упомянуть. И вот я пришел к какой мысли. У нас получается с вами целый видеоучебник. Если взять наши первые лекции от смуты, от самого начала 17 века, вот сейчас мы идем по 17 веку и приблизимся к Петру Первому, а потом цикл «Петровские времена» на лектории Достоевский, на моем канале в Рутюбе. Наш главный подход – бесплатное историческое просвещение. Все наши встречи на всех носителях – YouTube, ВК, платформа «Смотрим», ГТРК, естественно, лекторий Достоевский. Везде без рекламы и без платных интеграций. Мы ничего не пытаемся вам продать. Мы пытаемся поделиться с вами знаниями, какими-то соображениями о делах минувших и делах настоящих. Так вот, получается учебник от 17 века, от смуты и до Александра III включительно, до конца 19-го, почти 300 лет. Я тешу себя надеждой, что мы найдем время и продолжим наш цикл, как минимум до революции 17 года, охватим самый сложный переломный период конца 19-го, начала 20 века. Но сначала давайте закончим век 17. Он невероятно интересен. У нас со школы сформировалось такое скучноватое представление о допетровской эпохе на Руси. Все какое-то медленное, вялое, беспросветное, в общем, кондовое, пасконное и домотканное. Никакого тебе европейского драйва, никаких мушкетеров, герцогов, кардиналов, миледи, любовных интриг, великих открытий, конкистадоров и колониальных империй. Петр появился, в моем цикле в том числе «Петровские времена», пришла Европа, начался исторический драйв, а так тоска зеленая, ордынщина, как говорят некоторые наши популяризаторы истории,
беспросветное наследие ордынской модели. Понимаете, друзья мои, это не фальсификация истории, нет. Это прямое, возможно, безотчетное программирование нашей истории, восприятия, внедрение какого-то комплекса неполноценности. В реальности все было совершенно не так, и наша история насыщена событиями, интригами, драмами, трагедиями, подвигами и нашими русскими мушкетерами ничуть не менее, чем история европейская. Вы часто пишете в комментариях, кстати, спасибо вам огромное, я все комментарии на своем телеграм-канале читаю, в сетях читают мои помощники, часто я читаю тоже, пытаюсь как-то им следовать, они помогают корректировать наш курс и делать его лучше. И сегодня я расскажу вам 3 истории, которые плачут и ждут пера романиста или сценариста. Какая там «Игра престолов», господи. Вы сейчас сами все увидите. Итак, у нас 3 героя. 3, как я их объединил, больших хитреца 17 века. Людей совершенно разных. И по статусу, и по жизненной истории своей, и по вкладу в нашу общую историю. Но жизнь каждого – это такой, знаете ли, роман. А начну с романа о Толейране. Ну, мы все помним с вами, кто такой Толейран. Служивший при нескольких французских правителях министром иностранных дел. Образец ловкости, ума, беспринципности, ну и, в общем-то, чувство предвидения грядущей ситуации. Предвидение в том смысле, что, как говорил герой Валентина Гафта, вовремя предать – это правильно предвидеть. Но Шарль Марис Толейран, переживший Французскую республику и Наполеоновскую империю, и успешно продолживший свою карьеру после падения Бонапарта, это все-таки детский сад, младшая группа, по сравнению с русским министром иностранных дел, фамилия которого навсегда забыта и знакома только узкопрофессиональным историкам, но про которого вы узнаете сегодня, которого звали Иван Грамотин. Иностранцы называли его грамматик. Грамотный был товарищ, иного не скажешь. Он побывал министром иностранных дел, главой посольского приказа, фактически, при 4 государях, а если посчитать, можно сказать, что даже при 5. Причем не последовательных, а как бы взаимоисключающих друг друга. Если мы посмотрим с вами большую российскую энциклопедию, то увидим: Иван Грамотин при Борисе Годунове исполнял обязанности главы посольского приказа в чине дьяка. Затем при Лжедмитрии уже как думный дьяк с теми же обязанностями. При Шуйском, правда, был отправлен в провинцию. Шуйскому он тоже присягнул после Лжедмитрия. Но из провинции смылся и оказался у Лжедмитрия II, которому тоже присягнул и тоже ведал иностранными делами. Затем при Семибоярщине уже полноценный, без приставки ИО, министр, глава посольского приказа, работает в Кремле. Затем работает на поляков, на Сигизмунда. И при Михаиле Федоровиче Романове дважды с перерывом глава посольского приказа. Давайте немного по порядку, потому что вот такую биографию понять просто невозможно. Как такое может быть в принципе? Дьяк, руководящий внешней политикой при Годунове. Годунов умирает. Грамотин присягает Лжедмитрию I и входит в круг его доверенных лиц. После Лжедмитрия I его свержение присягает Шуйскому. Шуйский отправляет его в Псков. Он из Пскова уезжает. Ну, скучно, наверное, в Пскове работать. Поэтому из Пскова он уезжает к Лжедмитрию II, Тушинскому вору. Отличился там во время осады поляками Троице-Сергиевой лавры, потому что именно Иван Грамотин был послан Тушинским вором уговаривать монахов сдаться. Ну, они пообещали, что если он попадется им в руки, они его вздернут прямо там где-то на зубцах. Ну, ничего, вернулся. Переметнулся к полякам и стал главным советником поначалу польского гарнизона, пока они там сидели в Кремле, а затем фактически главой иностранных дел Семибоярщины. Потом каким-то чудодейственным образом переехал служить к Сигизмунду. То есть он сначала поехал в составе посольства русского, того самого, вместе с патриархом ненастоящим Филаретом, на тот момент еще не настоящим, договариваться о заключении мира. И хотя Филарет и других членов посольства Сигизмунд арестовал и отправил за решетку в Польшу, однако
Ивана Грамотина он не только не задержал, но наоборот приблизил к себе, взял на службу. А потом Иван Грамотин всплывает уже во время выборов царя на Земском соборе в качестве личного представителя царя Сигизмунда. И активно ведет избирательную кампанию, как бы сейчас сказали, топит за королевича Владислава. Как это возможно? Почему все арестованы, а Иван Грамотин становится личным представителем короля? Можно только догадаться. Что его должно было ждать после воцарения Михаила Федоровича, мы понимаем. В лучшем случае Сибирь, а в худшем, наверное, виселица. Но чудеса еще случаются. И Иван Грамотин вчера еще, служащий польского короля, после воцарения Михаила Федоровича прощен, возвращен на службу и обратно направлен руководить в посольский приказ. Вот он руководит, прогрессивно руководит. При нем, кстати, начали не издаваться, правильно писать, писаться. Это была рукописная газета. Те самые куранты, как дайджест мировых СМИ, изготавливаются посольским приказом и в штучных экземплярах рассылаются государю, членам Боярской думы. Ну вот возвращается, наконец, из плена Филарет из польского. Он-то помнит этого грамотного Грамотина. Отношения у них, судя по всему, не очень складываются, и спустя какое-то время все-таки Грамотина смещают. По инициативе Филарета. Ну, обвинения какие? Через 300 лет сказали бы, что он польско-японский шпион. Тогда до такой ереси не доходило, поэтому обвинили его скромно в колдовстве и чернокнижии. Но, опять же, ни дыба, ни костер, а ссылка в деревню в глушь, в Чувашию. Посидел он в Чувашии какое-то время, пока не скончался Филарет. И опять вернулся в Москву, и опять на министерское кресло. И опять глава посольского приказа, руководитель внешней политики. Как такое возможно? Перечислим еще раз. Годунов, Лжедмитрий I, при Шуйском на другой должности, Лжедмитрий II, польский король, Романов раз, Романов два, и все время во главе МИДа. Официально, либо полуофициально. Кстати сказать, именно Грамотин открыл первое посольство. Называлось это первая постоянная резидентура. Не Петр I, Грамотин. И появилась эта первая постоянная резидентура в Стокгольме, в Швеции. Шли интенсивные обмены, не только торговые, главным образом интенсивные военно-политические переговоры между Россией и Швецией. Ну вот только потом, когда Грамотин умер, эту инициативу свернули. И постоянное посольство закрыли. Считается, если почитать некоторых наших историков-либералов, что Грамотин был совершенно уникальным переговорщиком, благодаря чему всеми властями, друг друга сменявшими, был оценен. И якобы именно Грамотину принадлежит заслуга личного подкупа короля Владислава. Это правда. Правда в том смысле, что король Владислав, невозможно в это поверить, взял от московского царя взятку. После тяжелого поражения армии Шейна, конечно, не по вине Шейна, мы об этом разговаривали, под Смоленском во время попытки нашего первого реванша Смоленской войны, я отсылаю вас к нашим рассказам о Михаиле Федоровиче Романове, после этой войны, в принципе, условия мирного договора были очень лояльны по отношению к России. По идее, поляки, нанеся такое сокрушительное военное поражение, могли выторговывать значительно большего, но не стали. Почему? Потому что в уникальном польском государстве были разные карманы. Был царский карман и был карман правительственный, шляхты, сейма, бюджет. Король польский очень нуждался в деньгах. У него была масса личных обязательств, в том числе и перед армией. Поэтому король польский согласился тайно от правительства принять себе лично 20 тысяч рублей серебром от Кремля и подписался под более выгодными, чем мог бы, условиями договора. Такая личная взятка якобы была делом рук Ивана Грамотина, является пиком его дипломатической карьеры, поскольку надо было умудриться так договориться. Опять же, по итогам проигранной войны. Мы полазили по документам и выяснили, что в составе посольства московского, которое вело переговоры с поляками, были следующие товарищи. Бояре Шереметьев, Львов, Проистев и дьяки Нечаев и Прокофьев. Вот пофамильно весь состав посольства. Фамилия Грамотина никакими документами, увы, не подтверждается. Видимо, все-таки эта заслуга не его рук дело. Но, тем не менее,
Человек уникальный. Двор Грамотина, думного дьяка, располагался прямо около Кремля. Прямо рядом с посольским приказом. Ну, чтобы далеко на работу не ходить. Поэтому он постоянно возвращался в один и тот же офис. Каждый раз спустя годы. Считался одним из самых богатых чиновников. А кроме того, удачно женился. Женат он был на девушке по фамилии Милославская. И вот именно он и стал тем человеком, помните, я говорил вам о том, что главный принцип карьерного продвижения на Руси 17 века, и не только на Руси, это принцип родственных связей. Грамотин был тем самым человеком, который вытащил семью Милославских в центр, в Москву, в Кремль. И вот через Грамотина Милославские уже задружились с боярином Морозовым, а две красивых девушки-сестрички стали, соответственно, одна царицей, супругой Алексея Михайловича, наследника, а вторая сестра супругой премьер-министра, боярина Морозова. Так клан Милославских оказался при власти на долгие десятилетия. И потом будет определять всю интригу. Стрелецкий бунт, Софья, Петр. Это все схватка между Милославскими и Нарышкиными. Ну и другими родственными кланами. А у истоков этого русский Толеран Иван Грамотин, он же Грамматик, который очень ждет своего Дюма. Иван Грамотин такой гвоздь. Наш Дюма мог бы повесить столько картин. Вперед, друзья мои, попытайтесь. А теперь пару слов о другом хитреце 17 века. И тоже, кстати, дипломате, как и Иван Грамотин, но таком хитреце, который, в общем, сам себя перехитрил. И жизнь которого интересна, поучительна, полезна для изучения, но, честно говоря, никак не может стать примером для русского человека. А человек этот был неординарный. Звали его Григорий Каташихин. 1630 года рождения, то есть практически ровесник царя Алексея Михайловича. Если князь Курбский Андрей, уезжая к полякам и потом служа польскому королю, командуя войском, он еще в понятиях того времени не был государственным изменником. Он изменил лично царю Ивану Грозному. Это была личная измена, и так это воспринималось. Тогда еще бояре могли со своим двором переехать от одного сюзерена к другому. И отношение к этому было, конечно, сложное, но неоднозначно. Вот Григорий Каташихин родился, вырос и перебежал на иностранную службу за деньги, когда это уже считалось полноценной государственной изменой. Поэтому он настоящий предатель, иноагент и релакант. Как это случилось? Ну, давайте расскажу по порядку, поскольку при всем при этом человек неординарных способностей, не из знатных родов, поступил на службу бюрократическую. Сначала управление делами президента, то есть в приказ Большого дворца. Потом, видимо, как толкового, перевели его в Министерство иностранных дел, в посольский приказ. Документы готовил. Блестящий почерк, высокая грамотность. В те времена это очень и очень ценилось. И вот он в этом МИДе рос и дорос до чина подьячего. Подьячий сегодня руководитель департамента МИДа. Ну, где-то так. В этом чине отправляется он в Стокгольм во главе посольства. Везет царскую грамоту, наш экземпляр мирного договора со Швецией. Там его принимают с большим почетом. Он все-таки руководитель посольства. Специальный корабль был выделен ему. Хорошо накрывают, вкусно кормят, проявляют почет и уважение. Очень понравилось ему, видимо, в Швеции. И вот он вернулся, а в Москве как-то все не так. То ли карьера застопорилась, то ли обиделся он. Вспомнил обиду молодости, как высекли его батагами. Вы знаете, будучи еще молодым писарем, Гриша Каташихин совершил страшную ошибку в документе. В официальной грамоте, описывая титул Алексея Михайловича, пропустил одно слово. Не просто слово. Пропустил слово «государь». Алексея Михайловича сразу началось там что-то такое. Но вообще-то по соборному уложению 1949 года за подобного рода ошибку полагается смертная казнь. Потому что это страшное унижение царского достоинства. Строгость законов у нас была, но и здравый смысл был. Поэтому, конечно, не казнили молодого писаря, а так высекли батагами.
А в нравах того времени это даже оскорблением-то не считается. Ну, вот как сейчас, ну, не знаю, 15 суток отсидеть. Неприятно, но не страшно. Может, обида вспомнилась. А может быть, сыграла свою роль, что его отец, он был келарем, то есть казначеем одного из монастырей, был обвинен в стяжательстве, взяточничестве, было расследование, и конфисковали собственность, включая дом самого Гриши Каташихина, потому что дом этот ему отец на него переписал, отобрали его в счет якобы украденного, а потом выяснилось, что вроде как, если и было украдено, и какие-то были недостачи, то не так много, но дом Каташихину не вернули. Ну, в общем, разобиделся он на власть. А от обиды до измены, вы знаете, один шаг. И вот уже шведский посол встречается с Каташихиным и просит его за вознаграждение, естественно, поделиться планами, чего хочет Россия, чего она хочет добиться как задача максимум и задача минимум на очередных переговорах по спорным территориям между Россией и Швецией. И Каташихин за мзду и из обид все, что знает, шведскому посланнику сливает. Что, естественно, сильно осложняет нашу переговорную позицию, потому что шведы уже знают, что можно требовать наверняка. Каташихин получил за это 40 рублей от шведов. Двухгодовое жалование подьячего посольского приказа. Хорошие деньги. Правда, европеец не был бы европейцем, если бы не списал под это дело якобы 100 рублей серебром, который он заплатил Каташихину, 60 положил сразу себе в карман. Ну, тут, как говорится, ничего не меняется. Об этом никто не узнал. Во время войны Каташихина посылают с какими-то поручениями в действующую армию, но там он перебегает на сторону поляков. Польский король распорядился такого ценного сотрудника-информатора взять себе на службу в канцелярию. Однако война с Польшей идет к концу, начинаются переговоры о мире, и Каташихин предвидит, что в рамках этих переговоров, может быть, польский король выдаст его обратно. А там уже церемониться с ним не будут, потому что он уже дважды изменник. Поступая на работу в посольский приказ, каждый чиновник на кресте клялся, что никогда не выдаст никакой информации противникам, иностранцам, никогда не перейдет на иностранную службу. И получается, это крестное целование дважды Каташихин как минимум уже нарушил. Поэтому от польского короля он тоже бежит, и там как-то через Нарву нарисовывается в шведских владениях, просит политического убежища в Стокгольме. Наши узнали об его перемещениях, требовали выдать. Дело Каташихина рассматривалось на уровне правительства Швеции. Те пообещали не выдавать, но взамен попросили написать правдивое описание Московии, подробную книгу, как там в Москве угнетают свободу, вообще изложить все тайны. Все, что знает о жизни двора Алексея Михайловича. И Каташихин взялся за это свое литературное произведение. Книгу написал. Книга серьезная. Если бы дело происходило сейчас, наверняка Каташихин претендовал бы на Нобелевскую премию. По литературе, вы знаете, в последнее время это довольно странная премия. Зачастую вручается по довольно странным принципам. И как бы даже не совсем писатель. Вернемся в 17 век. Тогда Нобелевки не было. Поэтому Каташихина в награду зачисляют с большим жалованием в архив шведского МИДа, выплачивают ему гонорар. Желая, кстати, угодить заказчику, Каташихин в этой книге бичует, наотмашь обличает царящее в России невежество, безнравственность и прочее, прочее. Но это все по большому счету ерунда. Самая ценная часть книги – это подробный рассказ о русском войске, количестве, гарнизонах, размещении, бюджетах, вооружении, численности. Поэтому, когда шведы-заказчики это прочитали, они хотели сначала книгу издать, использовать как пропагандистский материал, рассылая по Европам, мол, святое дело воевать с такой дикой невежественной страной. Но смекнули, что слишком много в ней полезной информации, практической, поэтому книгу издали в нескольких экземплярах, ДСП. Ни с кем из европейских конкурентов делиться этой военной информацией шведы не захотели. А Каташихина поселили в доме шведского сотрудника МИДа, деньги заплатили, и он начал с размахом отмечать свой литературный успех. Ну, в общем, во время какой-то попойки схлестнулся с хозяином дома, таким же мидовцем. Тот
подозревал его в том, что Каташихин соблазнил его супругу. Слово за слово, пьяная драка. И вот таким вот стилетом, несколькими ударами Каташихин своего хозяина и умертвил. Ну а далее самый гуманный суд в мире, шведский уголовный, и Каташихину приговор отрубили голову. Имущество, видимо, в утешение каташихинское и все заработанные серебряники достались решением суда вдове убитого шведа. Труп Каташихина препарировали в университете Упсалы публично в рамках анатомического театра перед студентами. А скелет потом передали университету, где он на протяжении долгих десятилетий служил как анатомическое пособие. Такой печальный конец самого известного релаканта 17 века. Скелет как пособие студентам, и нет даже могилы. Книга Каташихина, отпечатанная, повторюсь, в ДСП в нескольких экземплярах, так и держала шведами в секрете. В архивах лежала аж до 19 века. Потом ее обнаружили, сверили, кстати, почерк, провели целое расследование, потому что в Москве сохранились грамоты, писанные Каташихиным. Почерк идеальный. Тот же самый. Подтвердили таким образом авторство. При Николае I заказали копию, уже перевели ее и издали. С тех пор историки используют эту книгу как ценный источник о жизни Московии XVII века. Так что с паршивой овцы некая польза обнаружилась. Большой письменный документальный источник о подробностях жизни двора. Ну, собственно, я в рассказе о быте Московского государства XVII века, в том числе и трудом Каташихина, тоже пользовался. Так что хоть шерсти клок. Такой сам себя перехитривший был хитрец. Судьба релаканта. И, наконец, друзья мои, пару слов о самом знатном, дородном и серьезном из хитрецов XVII века Никите Ивановиче Романове. Как несложно догадаться, исходя из отчества и фамилии, это был родственник правящего царя, обоих царей, и Михаила Федоровича Романова, и Алексея Михайловича Романова. Выстроим древо. Патриарх Филарет, отец Михаила Романова. У патриарха Филарета был брат Иван. Соответственно, Никита Иванович Романов приходился племянником патриарху, то бишь двоюродным братом, кузеном первого царя Михаила Романова и, соответственно, дядей, родным, двоюродным дядей Алексея Михайловича Романова. То есть не путаем. Боярин Морозов – дядька, воспитатель, а вот Никита Романов – дядя Алексея Михайловича. Ну и, конечно, как дядя, он претендовал на особое положение, на почет, уважение, место в Ближней Думе, в правительстве. И больше всех его возмущал и бесил вот этот выскочка-дядька, даже не родственник, захвативший все важные посты, боярин Морозов. Если вспомним классику, да, есть партия Его Величества и есть оппозиция Его Величества. Как в Англии. Партия Его Величества, предположим, Тори, консерваторы, а оппозиция Его Величества – это виги, либералы. Сейчас маленькая партия осталась от вигов. Сейчас в Англии главная вторая партия – лейбористы. А раньше были либералы. Но они периодически меняются местами. И те, и другие государю лояльны. Но борются за власть и друг против друга. Видите, отдаленную вам провожу аналогию, чтобы вы никаких аналогий с Государственной Думой современной не проводили. Во все времена, во всем мире всегда примерно то же самое. Никита Иванович Романов – это оппозиция Его Величества. Он хитрил, он бесконечно интриговал против боярина Морозова. Потом он интриговал против преемников боярина Морозова. То есть это, опять же, вспомним Дюма. У Дюма ведь помимо «Трех мушкетеров» есть еще замечательная серия романов «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «45» там и так далее, где описываются времена французской фронты, знатных герцогов, родственников королевской фамилии, которые интригуют и всяческими способами, в основном достаточно подлыми заговорами, борются за власть. Московская фронта, она все-таки была поприличнее. Она против царя не боролась, но против другой партии боролась бесконечно. Пересказывать это я вам не буду. Это рассказ будет на много часов. Фрондировали они, партия Никиты Романова, не открыто. Мятежей не поднимали.
но писали письма, сидели у себя в поместьях. Когда обижались, то по царскому вызову ко двору ездили неохотно. Когда приглашали их на охоту, значит, приглашение принимали через губу. Жаловались постоянно на немощи, болезни. В общем, хотя человек был крайне амбициозный и деятельный, Никита Романов, но у него было огромное количество способов продемонстрировать, что он обиделся, что честь рода его поругана. Ну, например, на Боярской думе, если ты недоволен тем местом, на которое тебя посадили за стол, то можно пойти драться и за бороду кого-то таскать. Не по чину сидишь, а можно фрондировать интеллигентно. То есть с лавки слезть и сесть под стол. И весь обед сидеть под столом, высказывая тем самым свое презрение всем окружающим и гордость. Никита Романов был из числа тех, кто фрондировал подобным образом. Но самое забавное, что все это фрондерство сходило ему с рук. И при этом он демонстративно не обращал внимания ни на окрики, ни на жалобы. Постоянно жаловались на него церковники. Мол, отходит от стародавних обычаев, открыто общается с немцами, с иностранцами. То есть у него фрондерство было таким западным. Он демонстративно был поклонником немецкой музыки. У него иностранные музыканты играли. Он демонстративно в те времена, представьте себе, середина 17 века, не только сам одевался в польское платье. Никита Романов весь свой двор, всех слух одел в иноземные ливреи. Так что послы, оказавшись у него, не могли понять, то ли они в Бранденбурге, то ли, может быть, даже в Париже, потому что все иноземно красиво. Разве что париков нету. Все разодеты. Колымаги свои Никита Романов заказывал. Богатый человек. Исключительно иноземным мастерам. То есть в ту эпоху, когда позволить себе дорогую рессорную подвеску мог, наверное, только государь, у Никиты Романова весь автопарк дорогие иномарки. А вершиной фрондерства демонстративного было приобретение в Англии по спецзаказу для речных прогулок. Выходов к морям-то у нас, кроме Архангельска, тогда не особо, до Каспия. Так вот, для речных прогулок по Москве-реке заказ английского парусного бота купил за границей. Ну, вот такая яхта «Эклипс» в понятиях того времени. И рассекал под парусами Никита Романов. Считается, что он был не женат. По крайней мере, детей признанных официальных у него не было. Поэтому все богатства главного оппозиционера его величества и фрондера, великого западника, достались после его смерти царю, как родственнику. Золота, серебра было у оппозиционера немыслимо. Оппозиция совсем не нищенствовала. В подвалах нашли опечатанные мешки, набитые золотыми и серебряными монетами с печатями 1620 года. То есть четверть века пролежали деньги в мешках, невостребованные. Никто не считал, тратить ему было не на что. Деньги достались казне, съестные припасы, включая деликатесы, например, бочонки с лимонами. Съестные припасы Алексей Михайлович приказал раздать по монастырям и тюрьмам. Думаю, что зэки 17 века более всего радовались скоропостижной кончине главного боярского оппозиционера. Раздавали на помин души, естественно, как полагается. Монастырям отказали, как-то говорили, многие земельные владения боярина. Но одно маленькое сельцо очень понравилось Алексею Михайловичу. И он в качестве наследства забрал его себе под загородную резиденцию. Сельцо это называлось Измайлово. Да, это нынешний район московский Измайлово. И вот, собственно, ради этого я вам и рассказал короткую историю про богача и фрондера Никиту Романова. Потому что в этом сельце спустя много-много лет в каком-то сарае лежал старый английский бот парусный, потому что толком, как управлять парусами, никто не помнил. В этом сарае его благополучно и нашел молодой царь Петр. И вот этот вот английский бот или ботик Петра, как мы сейчас его называем, и стал главным вкладом Никиты Романова в историю России. А как повернулась бы вся наша история, если бы Никита Романов не покупал иностранные авто и не заказал себе английскую яхту?
Как бы пошла наша история России вся? Никто не знает. Можете пофантазировать. Спасибо вам за любовь к русской истории. В следующий раз мы поговорим о сподвижниках Алексея Михайловича, о людях, которые строили государство. Они не были соправителями, они были, наверное, помощниками его, но делали это знатно и успешно. Мы поговорим про ордена Нащекина, боярина Матвеева, Федора Ртищева. Но если хватит времени, о ком-нибудь еще. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго.